В одном из прошлых выпусков мы уже поднимали тему зачатия. Давайте продолжим этот разговор. И сегодняшняя тема будет особенно интересна будущим мамам. А поговорим мы о развитии зародыша. Здравствуйте, мои хорошие! Развитие зародыша человека происходит лавинообразно, но в соответствии с четким планом. Впервые деление одноклеточного эмбриона человека происходит через 30 часов после оплодотворения. Через четверо суток эмбрион приобретает вид комочка, который состоит примерно из 8-12 клеток. Далее деление клеток человеческого зародыша будет происходить все быстрее и быстрее. К концу второй недели длина зародыша составляет 1,5 мм. Эмбрион начинает обосабливаться от зародышевых оболочек, образуются зачатки скелета, мышц, нервной системы. На третьей неделе развития у эмбриона начинают различать головной и хвостовой отделы. Он плавает в жидкости и развивает сегменты, из которых формируется спинной мозг и позвоночник. На четвертой неделе развития начинают появляться зачатки большинства органов и тканей будущего человека. Зачатки сердца, кровеносные сосуды, почки, кишечник, хрящи скелета, кости, щитовидная железа, печень, кожные покровы, уши, глаза. К концу четвертой недели в зародыше начинает циркулировать кровь. Размер зародыша в это время не более песчинки. На пятой неделе длина человеческого зародыша составляет около 6 мм. Зародыш в 5 недель уже питается не от плодного яйца, а от материнского организма, поскольку у него развита пуповина и произошла имплантация в стенку матки. На данном этапе происходят основные стадии развития зародыша. Активно формируются важнейшие структуры – голова, руки и ноги, появляются глазницы, зачатки носа, формируется рот. Ребенок начинает двигаться. На этом сроке при помощи ультразвукового исследования можно увидеть сокращение сердца эмбриона. В период 32 недель развития у эмбриона человека начинают появляться зачатки рук. Ближе к 40-му дню – зачатки ног. На 6-й неделе сердце начинает перегонять кровь. Появляется электрическая активность мозга. Начинается развитие обонятельных рецепторов. На 7-й неделе появляются грудь и живот, пальцы. Развивается мозг, глаза, уши, нос, губы, язык и печень. Видны зачатки зубов и костей. Начинает формироваться вестибулярная система. Развиваются средний и передний отделы мозга. Также начинают развиваться зрительные нервы и зрительные части мозга. Длина зародыша около 12 мм. В конце 8-й недели своего развития зародыш уже становится порядка 3 сантиметров и массой около 1 грамма. Формируются ушные раковины и лицо, атрофируются зачатки жаберных щелей, зародыш окружен водной оболочкой. Пальцы и руки хорошо выделены и очерчены, пальчики ног четко выражены, начинаются мышечные движения. Зародыш уже реагирует на внешние раздражения движением головы, перемещением туловища и таза назад, вытягиванием рук и кистей. Эмбрион связан с развивающейся плацентой при помощи пупочного канатика. С 9 по 12 неделю период эмбрионального развития зародыша заканчивается. Дальше эмбрион будет иметь акушерское название «плод». К 11-й неделе происходит рост активности, покачивание из стороны в сторону, вытягивание, затем сгибание спины и шеи, помахивание руками, пинки ногами. Ноги сгибаются и вытягиваются, быстро ударяя по стенкам плодного мешочка. В таких тренировках принимают участие практически все мышцы младенца. Самое длинное упражнение продолжается до 7,5 минут, а самый продолжительный отдых длится всего 5,5 минут. Зародыш человека к 12 неделям уже полностью сформирован. Все его системы полностью готовы и дальше будут только развиваться. Рост плода в это время составляет 60 мм, а вес около 14 граммов. С 13 по 24 неделю происходят следующие изменения. Хрящи скелета превращаются в кости, появляются волосы на коже головы и лица.
уши занимают свое правильное положение. Формируются ногти, бороздки на пятках и ладонях, основа для будущих отпечатков. А ребенок слышит звуки на 18-й неделе. На 19-й неделе начинается образование подкожного жира. У зародыша к 20 неделям сформированы половые органы. Приложив ухо к животу, можно услышать биение сердца. На 23-й неделе появляются волосы на голове, а длина плода составляет 300 мм и масса около 450 грамм. С 25 по 36 неделю на языке малыша формируются вкусовые сосочки. Все органы продолжают развиваться, стремительно растет и развивается головной мозг. Впервые на 28 неделе малыш открывает глаза. Заметны явные и постоянные отклики на звук. С уверенностью можно говорить о функциональном взаимном слушании. Зародыш слушает и изучает речь. К 30-й неделе во время сна появляются сновидения, занимающие все время сна. Длина плода 450 мм, масса 2300 граммов. Активно продолжается развитие подкожного жира, который к 36-й неделе составляет 8% всей массы. С 37-й по 40-ю неделю ребенок занимает позу, в которой будет рождаться. Плод полностью сформирован, кожа покрыта первородной смазкой, длина волос на голове достигает 25 мм. Отныне он готов к жизни во внешней среде. Посылается гормональный сигнал организму матери, требующий окончания беременности. Доношенный ребенок в среднем рождается с ростом 51 см и весом 3,5 кг. А на этом на сегодня все. Берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!